Сома. Земная благодать. Часть 2. В этом фильме вы узнаете, какие энергии существуют во Вселенной, в чем их различие и назначение. Также мы подготовили уникальную информацию про энергию Сома, благодать, которая исцеляет тело, освобождает дух и по сей день недостаточно известна людям. Для многих искателей истины будет полезно разобраться в том, что такое энергия Ци и Рейки, чем они отличаются от энергии прана, кундалини, космоэнергетики и как работает энергия намерения. А самое интересное будет в конце фильма, когда мы раскроем тайну энергии Сома. Основную информацию мы взяли из авторитетных источников, сделали большую аналитическую работу и все это оптимизировали в понятный текст. Главная задача была в том, чтобы выявить точность знаний про известные виды энергии и разобраться, в чем их основное различие. Вселенная — это энергия, которая проявлена в разных плотностях и на всех уровнях бытия. Если человек вступил на эзотерический путь развития, он так или иначе будет задаваться вопросом про тонкие планы мира и его энергетические свойства. Чтобы увидеть многомерную действительность, линейного мышления будет недостаточно. Чтобы понять суть вещей, нужна глубинная связь со своим телом и трезвость рассудка. Большинство людей, кто встал на путь эзотерики, попросту путают состояния, думая, что овладели какими-то мистическими силами или нашли просветление. Самое сложное препятствие на пути духовной реализации — точно и вовремя определить, в каком направлении ты идешь и где могут быть ловушки твоего собственного эго. Как достичь пробуждения сознания при жизни? Как не попасть в иллюзорную ловушку ума, принимая фантазию за реальность? Кто в тебе ищет просветление? Эти вопросы будут сопровождать искателя до самого момента истины. Но после пробуждения все вопросы и сомнения исчезнут навсегда. Досмотрите этот фильм до конца, и вы получите ответы на многие вопросы, которые так или иначе возникают на пути духовной реализации. Как однажды сказал Роман Карловский, автор данного фильма, «Я так же, как и вы, стал свидетелем духовной эволюции сознания многих людей. И по этой причине я не могу не участвовать в этом мистическом переходе». Нам известны несколько видов энергий, которые упоминаются в разных традициях и в разное время. В зависимости от уровня проводимости тела они дают разные состояния и оттенки. Все есть энергия, переходящая из одного состояния в другое. Это абсолютный закон физики. Если вы смотрите этот фильм, то наверняка находитесь в поиске той самой истины, которая постоянно ускользает за декорациями различных духовных течений. Сейчас мы разберем основные виды энергии, с которыми можно взаимодействовать и даже научиться ими управлять. В действительности, каждый человек является проводником тех или иных настроений, состояний энергии. Физическое тело — это уникальный прибор, который может улавливать, аккумулировать и транслировать вибрации. Если уметь подключаться к определенным источникам силы, то можно овладеть этой силой, просто пропуская ее через свое тело и направляя в нужное русло. А для этого нужно найти источник силы, подготовить свое тело для лучшей проводимости и научиться длительной концентрации внимания. Все это известно людям с древних времен. И когда зарождались разные мистические традиции, наука была еще в зачатке. Энергия Ци – биоэлектромагнитная энергия тела, практика цигун, родом из Китая. Ци – ключевое понятие в китайской философии и медицине, которое обозначает совокупность ощущений тела и тонких процессов физиологического характера. Это биоэлектрическая энергия, которая циркулирует и видоизменяется в теле, формируя электромагнитный каркас. Как ощутить Ци на базовом уровне? Почувствовать энергию в ладонях. Чтобы ее активировать, достаточно растереть ладони и медленно начать разводить их в стороны друг от друга,
наблюдая за ощущениями в зоне между рук. Что вы чувствуете? Это может быть тепло, жжение или покалывание. Чем больше расстояние между руками, при котором вы продолжаете испытывать эти ощущения, тем выше ваш уровень энергии и сенсорные способности. Первые упоминания о системе цигун, энергетической практике, направленной на работу с потоком энергии и жизненной силой через дыхательные и физические упражнения, можно найти в «Идзин» — книге перемен. В ней были впервые предложены понятия основных природных энергий, с которыми работает цигун для достижения триединства – тела, дыхания и сознания. Цзин в переводе с китайского значит «семя», «сущность», связано с ДНК, РНК, а также гормональными функциями организма. Цзин отвечает за жизнедеятельность организма и активно расходуется при сильных стрессах, наличии вредных привычек, активной половой жизни. Ци – электромагнитная энергия, которая циркулирует в теле и отвечает за жизнь и смерть. Благодаря ей кровь двигается, а сердце бьется. Ци мы получаем через дыхание, активизируя меридиан легких. Эта энергия является связующим звеном между человеком и природой, между физическим и духовным миром. Шэнь – душа или дух. Самая тонкая энергия – энергия ясности. Это связь с коллективным бессознательным. К системе цигун чаще всего обращаются люди, желающие восстановить и укрепить свое физическое и психическое здоровье. В этом случае польза для здоровья подтверждена научными исследованиями. С помощью регулярной практики возможно существенно улучшить качество жизни. Встречаются и те, кто обращается к цигун с целью раскрытия тонких способностей и находятся в поиске волшебного эликсира вечной молодости и долголетия. Нельзя отрицать возможность изменять состояние своей энергетики, воздействовать на окружающих людей и жизненное пространство. Но мы должны понимать, что это достигается в результате длительных, многочасовых, ежедневных практик. Это упорный труд на пути достижения истинного мастерства, без которого нет смысла тратить свое время и обманываться ложными надеждами. Вам придется потратить несколько лет упорной практики, прежде чем вы овладеете энергией Ци. А если были перерывы в практиках, то может произойти обнуление результата, и все вернется к исходной точке. Энергия рейки – целительная энергия, родом из Японии. В японской культуре слово «энергия» обозначается иероглифом «ки», а система работы с жизненной энергией названа рейки, где рей переводится как «духовная, универсальная». Создателем целительной системы рейки считают Микао Усуи, который родился в Японии, был буддистом, исследовал традиционное целительство и задавался вопросом «Почему мы здесь?». В поиске ответов на свои вопросы и желая постичь состояние саттари, в 1922 году он уходит в место силы на священную гору Курама, где в результате долгих медитаций и строгого поста обрел просветление и создал свой метод лечения руками с применением духовных практик. Микао Усуи стал каналом для энергии рейки и получил возможность передавать эту энергию через свои руки и наделять такой же способностью других людей, прошедших инициацию. Как работает энергия рейки? Целитель проводит диагностику энергетического поля человека и при выявлении искаженных областей наполняет эту зону через свои руки энергией жизни, получаемой им из космоса, создавая канал чистой энергии рейки. Японские мастера утверждают, что при помощи этой волшебной энергии можно улучшить не только самочувствие или какую-то отдельную ситуацию в жизни, но и помочь достичь гармонии сознания и тела. Однако кто ответит на глубинные вопросы о методе, которые задают ученые-исследователи и медики, чьи пациенты ушли от традиционной медицины и получили ущерб здоровью и психическому состоянию?
Сами же целители признают, что есть риск столкнуться с откровенными мошенниками, которые называют себя мастерами рейки и преследуют только одну цель – обогатиться. Какие последствия можно ожидать от такого вида энергетической помощи в будущем, решив свою задачу в моменте? Как можно утверждать о чистоте канала проводимой энергии, в то время как рейки была открыта в японской культуре? А для того, чтобы проводить эту энергию без искажений, вы должны иметь гены японцев. Сам принцип брать энергии чуждых культур и маятников может быть неэффективным. Если вы по генетике европейской культуры, а подключаетесь к азиатской, то поначалу будет набор энергии и приятное состояние. Но впоследствии, когда вы сильно увлечетесь практиками азиатской культуры, могут быть большие потери с вашей стороны. Прана – пронизывающая энергия, описана в индуизме как энергия жизни. Прана в переводе с санскрита значит «дыхание», «постоянное движение». Согласно индийским ведическим писаниям, это животворящая энергия, которая пронизывает всю Вселенную. Она повсюду и присутствует во всем. В индийской философии прана – это основа жизни, и именно она делает нас живыми. Существование энергетического тела, через которое прана поступает из внешней среды и распределяется по физическому телу, подтверждают не только ясновидящие, способные видеть его благодаря своим психическим способностям, но и научное сообщество. Гарольд Барр, известный профессор Йельского университета, в 1935 году подтвердил, что состояние электродинамического поля, так он назвал праническое тело, влияет на состояние физического тела и тесно связано с психическим здоровьем. Позднее, в 1939 году, Семен Давидович Кирлиан, заслуженный изобретатель и физиотерапевт, вместе со своей женой создали новый метод фотографирования, который позже получил название «эффект Кирлиана». Это открытие сделало возможным фотографировать и изучать невидимое простым глазом энергетическое излучение. Как определить количество и качество праны в человеке? При небольшом количестве праны и ее заблокированности возникают болезни, апатия, депрессия, потеря смысла жизни. Уровень праны можно определить и по внешнему виду человека, и по его поведению. Чем больше и чище праны в теле, тем более активным, здоровым и гармоничным он будет. Получаем прану мы через дыхание и пищу, которые также, в свою очередь, насыщены этой энергией. Не стоит забывать, что в современном мире на получение большого количества праны через продукты рассчитывать не приходится, особенно на те, которые произведены промышленным способом. В индийских писаниях сказано: «Все, что убито – мясо, рыба, птица – теряет прану. В этой еде есть калории, и она поддерживает жизнь, но вопрос качества этой жизни и продолжительности». Именно поэтому многие йоги и последователи индийской философии отказываются от мяса. Повысить уровень праны и изменить привычное физическое и психоэмоциональное состояние можно при помощи пранаям, особых дыхательных техник в йоге. Великие учителя, посвятившие свою жизнь практикам, утверждают, что, занимаясь йогой и пранаямой, можно получить сиддхи – сверхспособности, ясновидение, яснослышание, чтение мыслей и влияние на людей. Но не стоит забывать, что сиддхи являются помехой на пути к просветлению. Сверхспособности могут усилить гордыню и эго, а это самая коварная ловушка на пути духовной реализации. В магии Древней Мексики, которую описывал Карлос Кастанеда, воины-маги первым делом убирали чувство собственной важности. А все потому, что после получения сверхсилы важность личного эго может убить человека или испортить ему жизнь. Качественная прана – это легкость в теле, бодрость при пробуждении ранним утром, энергичность и чистота восприятия.
Если вы поздно встаете, есть тяжесть в теле, сонливость, тогда вам необходимо обратить внимание на методы повышения качества праны. А наиболее эффективный метод – практики пранаям и энергодыхания. Энергия кундалини описана в индийских писаниях как спящая змея в основании позвоночника. Кундалини – это мощная энергия, подробно описанная в Упанишадах. Ее символ – змея, скрученная в 3,5 оборота, имеет описание как свернутая в спираль, подобно спящей змее, сила, находящаяся в укромном месте. 3 витка демонстрируют 3 состояния ума – спящее, дремлющее и бодрствующее. 4-й неполный виток – это объединение всех 3 состояний. Символы кундалини распространены во многих культурах, а великие мудрецы и святые говорят о ней как о силе, которая наполняет, лечит, возвышает дух человека и наделяет его сверхспособностями. Кундалини относится к тому измерению энергии, которое еще не раскрыло свой потенциал. Внутри нас заключен огромный объем энергии, и людям еще предстоит раскрыть его возможности. Садхгуру – йогин и мистик. Кундалини располагается в корневой чакре Муладхара, основание позвоночника. Для ее пробуждения используют практики кундалини-йоги, крия-йоги, пранаямы и брахмачарья, которые способны помочь почувствовать энергетические движения в корневой чакре. При активации энергии кундалини происходит ее поднятие вверх по всем чакрам, достигая высшего центра в области макушки, 7-й чакры. В Упанишадах написано, что если йогину удается поднять кундалини, это будет равно взрыву миллиона атомных звезд. У большинства практиков движение кундалини останавливается на уровне свадхистана чакры. Именно в этой чакре мощная энергия кундалини сталкивается с желаниями эго. Все тайные страсти и вожделения получают подпитку, и пока вы не очистите все энергетические центры, реализовать потенциал кундалини не получится. Несмотря на большое количество школ кундалини-йоги и внушительную армию последователей, никто так и не поднял у себя эту энергию. И не нужно путать просветление с поднятием энергии кундалини. Это разные процессы, никак не связанные друг с другом. Кундалини – это энергия, а просветление является состоянием сознания. Обратной стороной пробуждения кундалини является выход наружу бессознательной части психики и глобальная чистка, когда поднимаются самые темные стороны личности, нереализованные желания, которые сдерживались моралью и социальными законами. Мы часто наблюдаем отлетевших йогов, которые попали в иллюзию, начали употреблять наркотики, бросили семьи и ушли в отрицание материального мира. Для реализации энергии кундалини нужен тот, кто реализовал это у себя, а найти такого проводника в современном мире будет крайне сложно. Космоэнергетика – метод подключения к энергетическим каналам, привезенный из Тибета семьей Рерихов. За последние 15-20 лет все более широкое распространение получает система знаний о космоэнергетике, которая претендует на исцеление людей и делает доступными почти каждому некие сакральные знания. Со стороны кажется, система настолько проста, что доступна всем без исключения, но при этом приносит быстрые и значительные результаты. А главное, то, что обычно достигается многолетними практиками и медитациями, можно получить буквально за несколько сеансов, подключившись к каналу и беря информацию из тонкого мира. Космоэнергетика создана не человеком, а спущена на Землю из иных цивилизаций для реализации планетарной программы и набирает свою популярность среди людей, в то время, когда негативные последствия от воздействия человечества на планету достигло критической отметки. Но так ли это на самом деле?
Раньше знание было доступно только тибетским монахам, которые передавали учения исключительно ученикам-послушникам. А в открытых источниках мы находим информацию, что первыми, кто привез из Тибета в Советский Союз знания об этой методике, были члены семьи Рерихов. Космоэнергеты-целители все как один говорят о безграничных возможностях этой методики. От решения проблем со здоровьем, включая неизлечимые болезни, до гармонизации семейных отношений, привлечения изобилия и удачи, снятия посторонних воздействий, таких как порчи, и очищения от сущностей земного и космического происхождения. А приятным бонусом после сеансов идет установка мощной космической защиты. Но космоэнергетика работает со всеми по-разному, и сила ее эффекта зависит от заслуг самого пациента. Чем правильнее его образ жизни, чище сознание, тем лучше эффект. В связи с тем, что посвящение в космоэнергетику может пройти почти каждый и начать работу с другими людьми, остается открытым вопрос чистоты канала и, главное, мотивации космоэнергета. При негармоничной энергосистеме его самого он транслирует искаженные волновые частоты, которые отражаются на качестве работы и результатах. Чтобы вам реально помог мастер космоэнергетики, он должен быть по всем параметрам выше вас, начиная от здоровья, заканчивая финансовым благосостоянием. Задумайтесь, сколько харизматичных шарлатанов, прошедших трехдневные курсы, могут встретиться человеку на пути, в то время, когда он находится в поиске и отчаянии. Существует ли та самая волшебная таблетка от болей, страданий, способная решить все проблемы и сделать вас всемогущим, способным изменить судьбу и влиять на судьбы других людей? Космоэнергеты – всего лишь операторы для сил космоса. И далеко не все знают, как преобразовать человека, сделать его цельным, сколько и какой энергетической частоты требуется направить в его энергополе. К тому же космическая энергия является инопланетной и не адаптирована для нашего солнечно-земного режима. При подключении к инопланетной энергии человек рискует остаться без заземления и часто уходит в отрыв от материальной действительности. Эталонные состояния в космоэнергетике могут быть чуждыми нашим земным частотам. Энергия намерения. Впервые про это написал Карлос Кастанеда, а позже эту тему подхватил Вадим Зеланд. Когда вы перестанете просто хотеть и будете намерены иметь, тогда вы это получите. Вадим Зеланд. Задумывались ли вы когда-либо, почему из всего многообразия форм проявления реальности в вашей жизни происходят наименее желательные события? Почему у кого-то мечты сбываются, а у кого-то так и остаются на уровне фантазий? В книге «Трансерфинг реальности», ставшей бестселлером, Вадим Зеланд дает ответы на эти вопросы, говоря о многовариантности пространства, в котором не нужно бороться за счастье, а можно просто выбирать себе вариант по душе, знать о маятниках, которые работают по принципу «если вы чего-то активно не хотите, оно будет в вашей жизни». Так чем же отличается намерение от мечты? Намерение – это четкое понимание своей цели и стремление совершать определенные действия для достижения задуманного. Скорость его реализации зависит от вашего текущего энергетического уровня, потенциала, навыка визуализации и умения отпускать, не превращая свое желание в навязчивую идею. Намерение – одна из сил, существующих во Вселенной. Когда маги призывают намерение, оно приходит к ним и прокладывает путь к достижению цели. И это значит, что они всегда достигают поставленных целей. Карлос Кастанеда. Одна из сильных техник для реализации намерения представлена на YouTube-канале Романа Карловского и называется ВКД. Эта техника создания четырехмерного слайда запускает переживание нужного состояния в будущем и позволяет направить энергию намерения на любые цели. Энергия Сома. Энергия тела Бога, святая благодать, любовь.
Первые упоминания были в греческой мифологии, позже в библейских писаниях, как благодатный свет любви Господа. Цитата из Википедии. Благодать – одно из ключевых понятий христианского богословия. Рассматривается как дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, предназначенный для его спасения и освящения, возрастания в благодати. Благодать понимается как действенное снисхождение Бога к человеку, действие Бога, изменяющее сердце человека, и само свойство Бога, указывающее на его доброту и милосердие. В представлении о благодати сочетается понимание ее одновременно как деяния и как силы Бога. Словом «благодать» могут переводиться и близкие по смыслу термины других религий, в частности, исламская «барака», имеющая общий корень с еврейским «браха», которое в Ветхом Завете употребляется в значении «благословения», а также славянское божественное «провидение» и буддистское «нирвана». Сома и благодать – это разные названия одного процесса, который по свойствам очень похож на снисхождение манны небесной золотистого цвета. В свое время была неправильно понята людьми, посчитавшими сому как ритуальный напиток. Сома – это благодать, плотная энергия со своим вкусом и свойствами, очень похожими на магический напиток, из которого делали амриту – эликсир бессмертия, описанный в индийских ведах. Из-за буквального восприятия сомы как напитка люди до сих пор не могут его найти, пытаются создать и приготовить из грибов и растений. Но грибная сома – это наркотический вайб, и ничего общего с энергией благодати не имеет. Сома есть на всех уровнях бытия. Она может менять плотность и скорость движения. Это святая благодать, которая спускается на живые существа сверху золотистым светом и может накапливаться в теле человека. Сома – это энергия тела Бога и является в различных видениях и знамениях мудрецам, святым и простым людям. Это тепло без огня, благое снисхождение Духа в его самой осязаемой форме, которая льется по телу сверху, дает импульс исцеления всему живому и пребывания в вечном блаженстве. Сома чувствуется как яркие ощущения в теле в присутствии человека, который находится в состоянии благодати или нирвикальпа-самадхи. Все начинается с вибраций в теле и чувствуется разными слоями. Сначала как заморозка, похожая на приятный наркоз, ментол, холод. Далее плотность, приятная тяжесть и ощущение перемещения некой безмятежной благости по телу. Нисхождение сомы происходит в присутствии человека, который является проводником сомы или в освященных местах, где идут молебны. Это не прана, не энергия ци, не намерение и не кундалини, а осязаемая и чистая энергия благодати, вне времени и пространства. Сома – это любовь высокой концентрации, которая чувствуется на уровне физического тела. Сома переводит ум в состояние нирвикальпа-самадхи, осознание вечного блаженства и единения с миром. «Посмотрите на мои глаза», – сказал Садгуру, обращаясь к аудитории. «Я всегда под кайфом, но я ничего не употреблял. Потому что сам организм дает мне это. Существует много йогических систем, которые уделяют много внимания шишковидной железе. Если она работает, если она активна, то ваше настроение будет стабильно. Если вы активировали ее, и она производит достаточное количество секреции, вы будете в восторге каждый момент своей жизни. Каждая клетка в вашем теле будет блаженна. И все время вы можете находиться в этом состоянии. В этом состоянии все происходит без усилий, потому что ничего не имеет значения. Вы можете эффективно работать, потому что эффективно используете тело и ум. Пребывая на высшем уровне благодати, вы можете использовать разум и тело по полной, сказал Садгуру. Есть сфера за пределами формы, которую невозможно заключить в самое объемное описание.
Энергия сома активируется в шишковидной железе. Это наша утраченная способность и великое наследство человечества. Сейчас все чаще говорят об этом в научных кругах, а также упоминают авторитетные мистики. Когда сома чувствуется в теле, происходит необычное явление, которое похоже на теорию третьей силы. Есть концепт нашего «я», которое само себя поддерживает и защищает. Есть абсолютное осознание безграничного, которое вне времени и существует за пределом «я-структуры». Сома — третья сила, благодать, которая делает прозрачной любую форму «я-структуры», не разрушая, а соединяя индивидуальное сознание с миром в одно целое. Сома приходит к людям через проводников, у которых активирована шишковидная железа, и они имеют способности включать такие свойства у других людей. Сома не принадлежит ни к каким традициям и религии. Человек, у которого активна энергия сома, может быть любой веры и расы. В древних писаниях есть одно понятие – «судный день Господень». Это момент смерти, перед моментом отделения души от тела. Он длится 24 секунды, время, которое равняется обороту крови в кровеносной системе от последнего удара сердца. В это мгновение происходит осознание самых значимых событий жизни, ускоренное переживание всех эмоциональных потрясений и лучших моментов жизни. Затем следует тоннель и выход к свету. Для перехода через тоннель нужны духовные наработки при жизни. И это не слепое выполнение ритуалов и религиозных догм, а наличие той самой благостной энергии сомы в теле, которая может прийти к человеку в жизнь через проводников или путем длительных медитаций в состоянии самадхи. Судный день Господень – это активация шишковидной железы в момент смерти и выброс в мозг этой железой особых секреций. Хорошая новость в том, что можно активировать шишковидную железу при жизни, через того человека, у которого она уже активна. Когда концентрация энергии сома достигает ощутимой плотности в теле, происходит естественный переход на высшие уровни сознания. В момент смерти происходит выброс особых секреций из шишковидной железы. Точка восприятия смещается в высшие центры, и душа выходит через макушку. По сути, это уникальная возможность осознанно покинуть тело в посмертной медитации Тугдам или совершить переход между жизнями. Сознание определяет бытие. Это значит, что при реальном смещении уровня сознания можно не только перестроить тело и биохимические реакции, но и осознать себя за пределом жизни и смерти. То, к чему стремятся все буддийские монахи – выход из колеса сансары или осознанный переход между жизнями. Буквально санскритское слово «сансара» означает «текущий» или «проходящий». В различных учениях это изображается как колесо жизни всех существ. Удерживает нас в колесе перерождений состояние привязанности, жадности, ненависти и невежества, привязка к иллюзии материального мира. Карма есть связующее звено, которое держит людей в иллюзии материального мира. С точки зрения буддийской философии, мы оказываемся в ловушке сансары не только на протяжении этой жизни, но и в следующих воплощениях, проходя многократные циклы перерождения, пока не достигнем пробуждения, а затем просветления. Между пробуждением сознания и просветлением может пройти не одна жизнь, а момент пробуждения уже является первым знамением на пути полного освобождения и выхода из колеса сансары. Энергия сома – это благодать, которая дает возможность пробуждения сознания в этой жизни и вневременного осознания себя. А что может быть лучше такой возможности? Все мы так или иначе проявлены в этом физическом мире. Если вы слышите это, значит, осознаете себя и окружающее пространство. Нам дан великий дар – огромный выбор творческой реализации в этом материальном мире.
одно неизменно – мы уже проявлены. Роман Карловский.